Шармейн Киви – обычная женщина, проживающая в Южной Африке. Ей 63 года, и она является владелицей таксы по кличке Джорджи. Песик появился в ее жизни внезапно и стал настоящим другом. И однажды благодаря питомцу Киви удалось спасти ребенка. Когда-то Шармейн взяла в свой дом пса, который находился в приюте и ждал хозяина. Новой владелицей рыженькой таксы стала обаятельная женщина, которая решила подарить ему любовь и заботу. Пес ответил ей безграничной преданностью и готовностью всегда быть рядом. Джорджи – веселый и ласковый питомец, который обожает прогулки и не прочь порезвиться, бегая по дорожкам. Кто бы мог подумать, что однажды наступит момент, когда пес отблагодарит человека за то, что ему подарили уют, тепло и заботу. В один из дней Шармейн, как обычно, вывела питомца на прогулку. Пес радостно бегал, пока не добежал до водосточной трубы. Внезапно он остановился и принялся громко лаять. Собака явно нервничала, словно призывая хозяйку заглянуть внутрь. Удивленная поведением питомца, женщина приблизилась и вдруг услышала странный звук. «Наверное, кошка», — подумала Шармейн, но в этот момент ее осенила страшная догадка — это был ребенок. Так как плач был слышен за бетонной плитой, сдвинуть ее самостоятельно хозяйка собаки не могла. Именно поэтому она выскочила на дорогу, махая проезжающим автомобилем. Наконец кто-то из водителей остановился и вышел из машины, догадываясь, что нужна помощь. Спасителем оказался мужчина по имени Корни. Услышав историю о младенце, он без колебаний отправился его спасать. Слив был примерно 2 метра глубиной, но очень узкий, поэтому водителю пришлось забираться внутрь ползком. В этот же момент на него набросилась колония красных муравьев, обжигая своими укусами, но мужчина терпел изо всех сил. Увидев малышку, он сделал несколько снимков, понимая, что с находкой должна разбираться полиция, а потом вытащил кроху из водостока. Новорожденная была немедленно доставлена в больницу. Врачи обнаружили, что у нее респираторные проблемы и переохлаждение, но в целом это оказалась здоровая девочка. Было непонятно, как Грейс Эйприл, так назвали малютку, очутилась за бетонной плитой, ведь недавно родившая женщина вряд ли могла сама сдвинуть такую тяжесть с места. По словам врачей, девчушка поправляется и набирается сил, а полиция занимается поисками преступников, бросивших новорожденную. Ну а за спасение крохи следует благодарить, прежде всего, замечательную собаку, ведь именно она услышала плач малютки. С тех пор Шармейн и Джорджи стали местными героями, а история о спасении Грейс разлетелась по всему городу. Люди восхищались чуткостью маленькой таксы и решительностью ее хозяйки, которая не растерялась в критический момент. Когда малышку выписали из больницы, Шармейн и Джорджи пришли ее навестить. Девочка уже выглядела здоровой и, увидев Шармейн, будто узнала ее, одарив крошечной улыбкой. Джорджи радостно завилял хвостом, обнюхивая кроху, и тихо устроился рядом. Малютка вскоре обрела любящую семью, которая, узнав о ее необычной судьбе, решила сохранить связь с Шармейн и Джорджи. Они часто приглашали их в гости, и Джорджи неизменно становился любимцем всех детей.